Всех приветствую на канале Месси, отдай золотой мяч Бензема. Для лидера Реала даже Челси не соперник, этот перформанс Карима войдет в историю. Кажется, Мадрид одной ногой в полуфинале Лиги Чемпионов. Во вторник центральный матч игрового дня в Лиге Чемпионов между Сити и Атлетико разочаровал. Зато сегодня получился огонь. Челси и Реал выдали матч, который войдет в историю. Сюрпризов с составами не было. У Челси на скамейке остался 100-миллионный Лукаку, но разве этим кого-нибудь удивишь? Хотя сюрприз все же был на скамейке Реала. Там все ждали увидеть Анчелотти-младшего, а приехал старший. Челси начал матч по-хозяйски и на первой же минуте создал момент. Винисиус вместо ответа в атаке первым делом разозлил игроков лондонцев, издевательски перебросив мяч через соперника на фланге. После этого бразилец ожидаемо стал получать по ногам. К 10-й минуте Реал собрался и выдал топовую контратаку. Но Винисиус стал мудрить и зарядил в перекладину. Первый звоночек. Однако атаки атаками, а жуть в обороне Реала никто не отменял. К Милитао и Алабе в последнее время и так было полно вопросов, так бразилец еще и устроил бенефис. Сначала Эдер на ровном месте привез штрафной и сел на желтую карточку, а затем получил в бок и выбыл из игры. Но потом вернулся. А на 21-й минуте случился гол Реала. И это уже классика. Стенка Винисиуса с Бензема, бразилец подал, француз вонзил головой. Ничего лишнего. Для второго гола понадобилось всего 3 минуты. И снова класс. Модрич в одно касание подал с полуфланга, Бензема пробил головой в противоход. Настоящий нокаут. Несчастный Тухель, глядя на простые голы Реала, бесился на бровке, а Анчелотти выглядел так, будто проигрывает его команда. Дичайший контраст эмоций. Челси, получив 2, ожидаемо стал давить, но Реал вел себя как хищник. Каждая контратака – супермомент. Вдобавок у хозяев ничего не получалось в атаке. Доходило даже до дальних ударов Канте, а это явный показатель безысходности. На 40-й минуте Челси все же ответил. Оказалось, что, чтобы забить Реалу, нужно воспользоваться его же оружием. Гол Хаверца – практически копия второго мяча Бензема. Правда, Реал сразу же чуть не забил третий. Бензема шел на хэт-трик, но промазал в более простой ситуации, чем при 2 первых голах. И хоть к перерыву разница в счете была всего 1 мяч, но ощущение было, будто на поле команды разного класса. Челси играл сыро, а Реал на классе. И даже не верится, что год назад картина была полностью противоположной. Статистика подтвердила, Реал из 7 ударов 5 нанес в створ, Челси всего 2 из 8. Тухель потратил перерыв на мозговой штурм и решил сделать двойную замену. Он снял Кристенсена и Канте, а выпустил Ковачича и Зиеша. И этот ход вполне мог бы перевернуть игру, но в полной мере мы этого уже никогда не узнаем, потому что Реал взял и тут же забил третий. Хотя это не столько заслуга Реала, сколько привоз Челси. Менди и Рюдигер устроили клоунаду в обороне, а Бензема закатил в пустые свой третий мяч. Месси, отдай ему золотой мяч. После того, как планы Тухеля были разрушены его же игроками, он смирился, что есть только один шанс. И выпустил Лукаку. Идея банальна до безобразия. Челси сфокусировался на навесах. И вполне мог сократить разрыв в счете, но Ромело настолько ошалел от свободы в нескольких метрах от ворот, что не попал головой. Картина второго тайма, максимально предсказуемая. Бегающий впереди Челси, под 60% владения, 10 ударов. И Реал, спокойный как удав. Апофеоз ментального преимущества Реала, выход Бейла. Можете себе представить, чтобы Гаррет вышел в самый напряженный момент важнейшей встречи. А он вышел на 86-й минуте, потому что матч уже был выигран. Вдобавок появился Дани Сибальес, про существование которого вы легко могли забыть. А концовка матча получилась не особо событийной. Так и закончили 1-3. Итог простой. Реал, особенно если до ответного матча ничего не случится с Бензема, одной ногой в полуфинале Лиги Чемпионов. А кризисный Челси, который всего за несколько дней до этой игры получил на своем поле 4 от Брентфорда, оказался в этом противостоянии не в то время. Хотя совсем недавно именно команда Тухеля казалась фаворитом. Ну а Бензема – это Бензема. Когда топ-футболист переживает пик карьеры, это всегда красиво и эпично. Вот и Карим не исключение, по хэт-трику в 2 матчах плей-офф Лиги Чемпионов подряд. И не условным Айоком, а ПСЖ и Челси.
Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал.